Санторини – действующий вулкан и в то же время одно из самых романтичных мест на Земле, куда приезжают сделать предложение, отпраздновать свадьбу или провести медовый месяц. Хайкинг из Фира в Ио – довольно популярная активность на Санторини. Изначально я думала, что мы будем делать его как-то наоборот, из Ио в Фира, и назад поедем на автобусе, но поскольку у нас тут завтрак начинается только в 9 часов, получается, если бы мы пошли сейчас, мы бы в самое жаркое время были бы на улице, и это не очень хорошо. Поэтому мы поедем в Фира на автобусе и вернемся в Ио уже ближе к вечеру пешком. Чтобы попасть в Фира, нужно дойти до автобусной остановки, она там буквально одна, отстоять очередь, купить билет за евро 60, естественно, за наличные, и наслаждаться поездкой в комфортабельном автобусе с кондиционером. Не всем, конечно, удастся сесть комфортно, но как вышло. Фира – это столица Санторини, не менее туристическая, чем Ио на самом деле. Те же улицы, заполненные магазинами и людьми, хороший вид на кальдеру и Эгейское море. Знакомиться с греческой кухней мы продолжили в ресторане Арес в Фира. Если вы захотите прийти в этот ресторан, заранее посмотрите, как до него идти, потому что тут довольно сложно его найти, мы долго искали. Там мы попробовали классические на Санторини фритерс из томатов, дзадзики, соус на основе греческого йогурта и мусака, картофель, говяжий фарш, сверху пюре из белого баклажана, и все это запечено. Я бы точно рекомендовала этот ресторан, там хороший сервис, вкусная еда и замечательный вид на Эгейское море. Но вернемся к тому, зачем мы приехали в Фира. Уже 5 часов вечера, и, наверное, уже довольно безопасное время, чтобы пойти на хайк. Он начинается в Фира, проходит через поселки Фира-Стефани и Миравили и заканчивается в Ио. Вообще хайк длится порядка 10 километров, и он не считается прям супер сложным, но нужно понимать, что это все довольно в солнечной стране, поэтому важно как-то прикрыть руки, плечи, голову, иметь удобную обувь. И вы можете спросить, почему этот хайкинг так популярен на острове, где жара, люди приезжают отдыхать, и зачем мы вообще в медовый месяц тоже на него пошли? Хороший вопрос. Во время хайка можно наблюдать просто замечательные виды с вершины клифа, где, собственно, он и проходит. Если вы можете пройти 10 километров физически, то в целом советуют на этот хайк идти. Поэтому мы попробуем, и я потом расскажу, как он нам дался. Итак, сейчас тот самый идеальный момент, когда нужно поставить лайк, подписаться на мой канал. Также, если вы хотите поддержать развитие этого канала финансово, то уже есть функция «Супер спасибо», которая позволит сделать вам единоразовый донат. По пути просто миллион мест, чтобы остановиться, насладиться видом, сделать замечательные фотографии, и даже не нужно стоять в очередь. Итак, мы уже прошли Фира-Стефани и дошли до Миравили, это самая высокая точка. Дальше будет просто дорога без ничего. Вот, поэтому мы пока что наслаждаемся вот этим.
еще вот здесь вот очень внимательно нужно быть. Тут есть Скарос Рок, и к нему ведет вот эта дорога. И нужно повернуть сюда, если вы хотите идти в Иа, потому что здесь другой хайк, вот туда. Просто нет больше знаков, и важно вот здесь не ошибиться. Мы идем дальше. И с этого места уже можно видеть вот тут Эмиравилли, Скарос Рок. И там где-то Иа. А еще можно видеть все вот эти вот лодки, которые тоже идут в Иа. Высаживать кучу людей, тоже смотреть закат солнца. И с этой точки просто обалденно видны две стороны острова. Если вначале дорога кажется очень простой, потому что нужно просто пройти пару поселков, то после Эмиравилли начинается самая сложная часть. Конечно, я не снимала самые сложные части из соображений безопасности, но просто поверьте, в босоножках не стоит идти. Вау, мы прошли вот эту вот всю дорогу. И мне кажется, что вот эта вот часть в конце пока что самая сложная. Уже на подходе к Иа было понятно, что до заката мы не успевали, и поэтому мы остановились посмотреть его остатки в дороге. Как вы понимаете, мы не дошли к моменту заката солнца, но мы посмотрели его там в очень высокой точке. Ну ничего страшного, просто закладывайте в тайминги, если пойдете, наверное, 4 часа, если вы собираетесь останавливаться прям и залипать на виды. Вот, но мы посмотрели на Иа с высоты, теперь уже ночной Иа. Наверное, последние пару километров мы шли уже по темноте, но мне все равно очень понравилось, даже несмотря на то, что мы не дошли до захода солнца. И, скажем так, пошла ли бы я еще раз? Да. Рекомендовала ли я бы кому-то еще пойти? Если вы можете пройти 10 километров, да, абсолютно. Конечно, вот эта часть после Эмиравилли до и там не сразу, но есть довольно такие сложные места. Эти виды, которые можно наблюдать в процессе, они просто офигенные, я не знаю. Они точно стоят того, чтобы пройти весь этот путь. Надеюсь, вам это принесло ясности по поводу того, что собой этот хайк представляет. А я пошла кушать. На этом наше путешествие по Санторини не закончилось. Дальше мы арендовали машину и поехали в менее туристические места, о которых вы можете узнать из следующих видео. Если хотите посмотреть видео про Иа, то оно появится здесь. Спасибо за просмотр этого видео. Желаю вам хорошего дня, приятных и беспроблемных путешествий. Пока!